Всем привет, меня зовут Яруша, и сегодня я буду говорить на такую достаточно часто встречающуюся историю в жизни, когда ты нравишься человеку, но он тебе не нравится. Может быть, внешне непривлекателен, ну или просто вообще не рассматриваешь этого человека рядом с собой, или наоборот, когда тебе нравится какой-то человек, но этот человек не отвечает взаимностью, а ты уже, если говорить про женщину, представила во всех романтичных картинках, когда вы вместе, ну или представил, если говорить про мужчину. Вот сегодня я буду говорить, что с этим делать. Мы выбираем, нас выбирают, как часто это не совпадает, это слова из песни, и действительно так оно и происходит. Некоторые люди отчаянные уже говорят, что это невозможно, я никогда не встречу человека, который мне подойдет идеально. Вот девочки так говорят, что я хочу встретить своего человека, вот того, с которым не будет таких, знаете, вопросы, они всегда, конечно, возникают у думающих людей, но тем не менее, когда ты особо и думать так вот, ну, не будешь перебирать, так, здесь он хорош, здесь вот есть, конечно, минусы, да-да-да, то есть больше хочется, вот когда ты увидел человека и ты понял, что все, это он. И кого-то срабатывает там, как это должно произойти, там какая-то интуиция должна сработать, тебе подсказать. Или, может быть, там ты посмотрел на эти глаза и все, и пропал, и понял, что только она или только он. Вот я всю жизнь шла, вот, чтобы встретить только его, например. Ну или там, как часто тоже можно услышать, что, например, где-то из детства у нас какой-то образ, то есть вообще есть такое понимание, что мы встречаем человека, который уже живет в нашем сознании. И если мы не встречаем его, то есть некоторые факторы, о которых я скажу сегодня, на что на это влияет, когда мы не встречаем. Хотя есть какой-то уже определенный образ, когда я спрашиваю каких-то мужчин, когда они говорят, я не могу вообще никак встретить. Я говорю, ты точно представляешь, какую ты хочешь? Да, точно, но не получается. Почему? Скажу. Понимаете, вот то, что из детства, когда говорят, например, для девочки образ папы, хотят что-то похожее, или для мальчика что-то похожее на маму. Но я бы здесь поспорила, потому что я знаю какое-то количество женщин, которые говорят, нет, только как не папа, у меня был отрицательный пример, и все в этом духе, да. Ну, может быть, какой-то образ, может быть, какой-то параметр, что-то может быть, знаете, как бывает, например, два человека в паре, вот они похожи, и удивляешься, насколько они так, ну, как они так могли, такие похожие два встретиться. То есть, ну, не знаю, работает это или нет, но, наверное, у кого-то все-таки работает. Ну, по запаху, да, по феромонам мы можем тоже определить, то есть здесь уже, наверное, в таком бессознательном состоянии это просто как-то читается, да, ну, мы это считываем, и считается, что если, то есть нам как бы подсказывает то, что если у партнера гены абсолютно разные с нашими, то это значит будет здоровое потомство, потому что чем более похоже, тем меньше шансов на то, что ну, потомство будет таким нормальным, и может быть какая-то патология. Там, взять, например, да, мулатов как пример, когда вот совершенно разными генами получаются такие симпатичные, с такой песочной кожей дети. Давайте вернемся в школу, и в классе был какой-то один, к примеру, симпатичный мальчик, который нравился большинству девочек, вот у него такая смазливая внешность была, а остальные ребята так не интересовали девочек, то есть они хорошо учились, они были вежливы, они опрятно были одеты, но тем не менее внимание и большое количество влюбленности было посвящено вот этому
мальчику. И в более взрослом возрасте это связывают с самодостаточностью, когда там рецепт такой дают хороший мужчине, что если хочешь привлечь в своей жизни женщину, то ты занимайся своей жизнью. Я не думаю, конечно, что мальчик, он задавал такой вопрос себе, самодостаточный я, да у него вообще там, ему еще такие мысли в голову-то вообще не приходили. Просто здесь то, что мальчик понимал, этот школьник, что он выбирает из большого количества, а не ему приходится там за кем-то бегать или у кого-то там вымаливать какое-то внимание. И как это работает? Вот возьмем, например, два радиоприемника. Один из них излучает маленькую частоту. То есть где-то вот прям маленький такой, если круг прочертить, то это будет совсем такой маленький диаметр. Или взять второй радиоприемник, или уже человека, который настолько настроен внутренне, что он излучает огромную частоту, на которую как раз и притягивается большое количество людей. И здесь ответ на этот вопрос, там, почему мы не можем притянуть в свою жизнь своего человека, это нету настройки внутренней у нас. Если перенастроить себя, если поработать над этим, то все изменится. Такой мини-совет: можно больше обратить на себя огонь пламени, да, и взять то, что вы там напридумывали на другого человека, эту проекцию взять и ее переключить на себя, и меньше ожидать того, что даст другой человек. А если чего-то хотите, просто делайте и получайте это, и все. Ну и сейчас мужчины тоже достаточно часто отмечают, что у современных девушек у них планка может быть очень высокая, там, ну не уровня богини, но тем не менее там такая ценность достаточно высокая. И девушка, вот эта вот планка, это у нее высокая, а потом, когда она понимает, что она не может встретить человека, а возраст уже идет к тому, что нужно как-то определяться, планка это снижается. И, соответственно, критерии, которые были, они вычеркиваются, и уже девушка может согласиться на что-то меньшее. В принципе, так это работает, наверное, и у мужчин, но просто мужчины, я думаю, у них может быть поменьше критериев к вопросу именно выбора женщины по там четкому какому-то регламенту, да, то есть все-таки больше мужчин настроены на то, чтобы вот, ну, в первую очередь, конечно, чтобы женщина нравилась и внешне, ну и какие-то там важные качества, там доброта, порядочность, там, ну еще что-то. То есть, в принципе, этот список может быть не такой великий, как у женщин. Как это происходит у людей, что они чувствовали и какие они сами были, как они себя ощущали в этом мире, которые встретили своих половинок. Ну, нельзя сказать, что этот человек будет идеально на 100% подходить вам. Ну, то есть, вот это вот какое-то произошло узнавание человека, что вот, когда я спрашивала, и мне отвечала там женщина, например, она говорила, ну это было что-то особенное, я почувствовала, что это именно этот человек, я такого больше ни с кем не чувствовала, мне было просто настолько приятно вместе там все делать вообще, вплоть до мелочей. И когда я спрашивала, да, что какая сама была женщина в этот момент, и в основном все отвечали, да и мужчины тоже, что они были счастливы, они себя прекрасно ощущали, и не было вот этого такого ожидания, прям, что сейчас что-то произойдет. Поэтому есть замечательная фраза, которая очень подходит в эту тему. Не стоит гоняться за бабочками, нужно заниматься своим садом. И еще часто такое бывает, когда вот человек живет вот с этой полнотой жизни, когда вот там внутри, в его сердце такой горит огонь, такой праздник в душе, он привлекает как раз большое количество партнеров, из которых как раз он может выбрать. Это, знаете,
Если бы нас на какие-то там такие группы распределили, например, когда коллективы, они постоянно гастролируют, и они между собой строят отношения, женятся друг на друге, то есть у них вариантов нету. А когда человек понимает, что он выходит, он, скажем так, на свободе, да, он может встретить, у нас шарик-то он огромный, он может встретить и там, и, в общем, вариантов куча, людей-то на планете огромное количество, в путешествие можно поехать. Когда у нас, это как с одеждой, когда у нас выбор огромен, я как девочка говорю, выбирать очень сложно, и кажется, что у тебя одежды вообще никакой нету, ты не знаешь, что надеть. Но как только ты сокращаешь свой гардероб или отправляешься в поездку, и там в чемодане лежит, из чемодана ты выкладываешь какое-то ограниченное количество, ты прекрасно сразу понимаешь, так, это платье я одену сегодня, это платье я завтра одену, а на последний день я одену вот это платье в пол. То есть, когда у нас более ограниченный выбор, мы быстрее определяемся с тем, что нам нужно. И здесь, конечно, речь идет тоже об этой планке. Когда мы ставим себе высокую планку, то до нее могут люди не дотянуться. Когда планка более адекватна, тогда мы уже сами, знаете, это как с желаниями. Когда говорят, что бойся своих желаний, и когда человек хочет, чтобы вот оно сбылось, а оно не сбывается, и потом проходит время, и ты понимаешь, что как хорошо, что оно не сбылось, оно мне вообще не нужно было. Почему я себе так вбил в голову, что мне это нужно? Поэтому это вот к вопросу, к параметрам, когда я тут по секрету вам скажу, мы тут, мы как-то с моей подругой писали параметры человека, которого мы хотели бы встретить. Это 200 качеств на листе А4 с одной и с другой стороны. Когда мы дописали, я у подруги своей спросила, это вообще существует человек? Мне кажется, что его просто нет на свете. Ну и невзаимная любовь, когда человек не может оставить другого человека, не может оставить эту идею, это, конечно, от низкой самооценки, поэтому самооценку нужно повышать. Это тоже, знаете, когда мужчины говорят, что вот я гонялся за женщинами, а они никак не получалось познакомиться, они отказывались. Но как только я перестала обращать внимание какое-либо на женщин, они все захотели со мной общаться. Да, потому что так это работает. Знаете, еще такой момент есть, может быть, просто сейчас не время, и нужно действительно не держаться и отпустить такое, может быть, навязчивое желание, потому что, если я задаю себе вопрос, почему у человека навязчивое желание, это значит, что он себя где-то чувствует неполноценным, потому что когда человек на 100% счастлив и самодостаточен, он не будет искать извне кого-то, он действительно будет заниматься своей жизнью, но я не говорю там про девушек, у которых уже подходит, к примеру, время, когда им нужно определиться с рождением ребенка. А если просто вот оставить эту тему, заниматься своей жизнью, знаете, события и люди, они сами автоматически в жизни притянутся. Хорошая фраза есть у Омар Хайяма: «Уж лучше голодать, чем с кем попало жить». Кто-то просто выбирает из того, что ему подкидывает жизнь, а кто-то не хочет размениваться на то, что считает ему не подходит. И тоже себе в какой-то момент задавала вопрос, почему рядом все, кого я вижу, не все, но в большем количестве люди в парах, как у них так просто это все происходит, почему же у меня так все сложно. И потом я стала разбираться и поняла, в чем дело. А дело-то во мне оказалось.
Помните, как у Шекспира: любовь бежит от тех, кто гонится за ней, а тем, кто прочь бежит, кидается на шею. Я, в принципе, не за то, чтобы как-то насильно искать своего человека. Оставьте пока эту идею, займитесь своей жизнью. В мире на самом деле много всего есть, помимо отношений, конечно, но я не говорю, что ни в коем случае, что не нужно там желать встретить своего человека, просто можно переключить фокус внимания на свое развитие, на свои какие-то изменения и попробуйте таким образом поступить и посмотреть, как все изменится. Вот. Ну и нужно помнить, что, может быть, дело в том, что просто сейчас не время, и второго человека готовят для вашей встречи. Может быть, какой-то пока этот человек получает опыт для того, чтобы вы соединились и получились гармоничные отношения, чего, конечно же, я и желаю всем. Спасибо всем за просмотр. Увидимся уже на следующей неделе. Желаю вам всем прекрасных выходных, хорошего настроения, берегите себя и до новых встреч. Пока!